Когда женщина привела свою собаку в нашу клинику, сначала я подумал, что это собачка бродячая, и она принесла ее с улицы. Однако, после разговора с хозяйкой, я узнал о многих травмах и плохом обращении животного. Оказалось, что собака принадлежала соседям по подъезду, и женщина была свидетелем того, как ее хозяева подвергали ее физическим наказаниям, силком за поводок таскали, пинали и вытирали свои грязные ботинки об ее шерсть. К тому же, соседи нередко собачку оставляли в подъезде на привязи без еды и воды. Однажды эта решительная женщина приняла решение забрать питомца и привести ее на прием в нашу клинику. Я был потрясен этой историей и чувствовал гнев и печаль. Хотя мне было трудно поверить, что кто-то может так поступать с живым существом, я имел подтверждение того, что это было правдой. В нашей клинике мы все возможное сделали, чтобы бедняжке помочь. Мы очистили ее раны и сделали перевязки, дали лекарства нужные, накормили и напоили вдоволь. В процессе работы я не мог выкинуть из головы мысли о той добродушной женщине, принесшую собаку к нам. Она проявила сострадание к питомцу, ведь оно так в нем нуждалось, не глядя на риск получить неприятности от неблагородных своих соседей. Спустя пару дней, как женщина ушла с питомцем, я все еще думал об этом случае. Я не мог выкинуть ту грусть, которая овладела моим сердцем. Поэтому я набрал женщину, дабы узнать, что же в итоге произошло с этой несчастненькой собачкой. К моему великому облегчению, девушка рассказала мне, что ей удалось все-таки уговорить нерадивых и очень неприятных хозяев отдать питомца ей, и что теперь девушка сама стала хозяйкой этой собачки. В этот день я понял, что доброта и сострадание всегда приводят к хорошим результатам. Несмотря на все трудности и риски, женщина решилась на действие и спасла жизнь этой бедной собаки.